Привет, привет! Вы на канале Цвета Фантазии, и с вами я, Диана. Hello everyone, I am Diane, Color of Fantasy Art Gallery. Во-первых, Merry Christmas. Хочу пожелать хороших выходных, да, с наступающим Новым годом всех, мои дорогие. Вам благ, всего самого наилучшего, исполнения всех желаний. Пусть 2020 год нам принесет только хорошие новости, только хорошее, и чтобы все плохое от нас отходило, уходило, чтобы у нас было здоровье крепкое. Ну, долго не буду говорить, в общем, все поняли. Все, что желаю себе, вот сейчас хочу пожелать всем на 2020 год. Вот я это сразу уже скажу, чтобы потом вы уже не думали, что там надо еще желать, что еще не желать. В общем, смотрите, что сегодня я вам, значит, опять хочу показать. Да? Наверное, кто-то будет смотреть и скажет, надоела это вот Диана со своей Шелли Арт. Но я не надоела, потому что меня просят многие, чтобы я вам это показала. Очень много написали, что, пожалуйста, покажи, нужен силикон, не нужен силикон, что там нужно. Вот я сейчас вам, надеюсь, что это уже последний раз я буду это показывать, потому что уже запишется, и я буду только посылать вас на вот это видео. Вот тех новеньких, кто будет у нас заходить, новые люди. Смотрите, Шелли Арт техника обалденная. Вот я вам честно говорю, да, насколько я, значит, влюбилась в эту технику, что я даже сейчас забыла, в общем, я смотрю, у меня очень красивые есть картины, да, и смотрю на мои картины и думаю, ну, что я зациклилась на этой Шелли Арт, да, но мне очень она нравится, вот. И вчера, значит, я была, значит, на празднике по поводу Крисмаса, да, меня пригласила моя подруга Ирина, она у нас художник, значит, она очень красивая, у нее картины, вы знаете, если у меня будет по времени нормально, я выложу видео, как мы были у нее в гостях, вот по просьбе, по просьбе, чтобы я немножко какие-то короткие видео, да, ставила, я постараюсь ставить какие-то видео. Ну вот теперь смотрите, чтобы долго опять не болтать. Вот, я нашла для себя, у Шелли, значит, у нее совсем другие краски, совсем все по-другому, да, но для себя я нашла, значит, вот такой вот, смотрите, Tintable Glass, вот, это то, чем я буду делать медиум сейчас, и вам заодно покажу, и пропорции вам покажу. Смотрите, оно вот такое, видите? Сейчас я вам вот так вот заберу в ложку, наберу, и я вам покажу сейчас. Смотрите, вот она. Видите? Она как бесцветная краска, как молоко. Вот. Вот, видите? Вот такая вот. Я нашла вот ее, видите, Tintable Glass. Вот, сейчас я буду показывать, как я это делала. Именно для моих подписчиков, что я делаю и как я делаю. Вот смотрите, если мы добавляем, нам нужен вот этот Tintable Glass, у вас оно может называться по-другому. Вы просто смотрите, значит, чтобы было написано, что это краска, но просто она как бесцветная, молочного цвета. Ее можно смешивать с другими красками. Вот спросите, может, так вы найдете ее. Вот, я добавляю, значит, вот сюда. Если мы добавляем 3 ложки, я вот так сделаю, чтобы было видно, да? Вам видно. Вот, 3 ложки. Вот такие. Например, вы берете, конечно, вы для себя сами уже там можете сделать, да? Как хотите ложками, хотите так мерьте, да? Вот, 3 ложки. Кто-то на глаз может сделать. Я добавляю 3 ложки вот этого. Окей. Чтобы долго уже тут не мучиться. Ну, в общем, 3 ложки у нас. Дальше. Добавили. Вот у нас уже есть основа. Все. Экономно, все экономно, потому что мы люди такие экономные по жизни, да, хотя я смотрю иногда прям вообще в восторге, как они льют эту краску, и говорю, ну я и сама-то лью, конечно, как могу, но все равно иногда мне жалко, я говорю, вот мы еще бы остатки я бы собрала, там еще что-то сделала, а у этих, не знаю, у них прям краска льется рекой, ой, Господи. И все время мне смешно, говорю, вот если бы мы были, сейчас бы мы так, конечно, не сделали. Вот, смотрите, значит, вот такая вот она у меня получилась, видите? Вот, 3. Дальше я добавляю
на эти 3 ложки, да, вот такой полуакрилик. Видите? Также 3 ложки я сюда добавляю полуакрилика. Видите? Вот, смотрите. Полуакрилик, 3 ложки. Но я здесь не буду мерить, я уже на глаз, я вам просто показываю. В общем. 3 к 3. Это мой рецепт. У Шелли немножко другой рецепт. У нее другие краски. Я бы советовала, если у кого есть возможность, пойти к ней туда, значит, на курсы записаться. Потому что есть на Фейсбуке группа, где после того, как ты пройдешь ее курс, значит, можно вступить в эту группу. Она дает только для тех, кто вступил в эту группу, ну, кто у нее покупал курсы, да? Вот. И там тоже очень много интересного можно узнать в этой группе, поэтому спасибо, что вот она нас там записала, да. Вот. И я вообще, честно сказать, я влюбилась уже в эту технику, хотя уже у меня и нервоз был, что все время мы помешаны на этой Шелли Арт. Вот. Смотрите, 3-3 я сделала. Вот, у меня получилась вот такая. Вот надо хорошо просто размешать, да, вот так. Дальше вы хорошо размешиваете. Я сейчас не буду этого делать, потому что долго там не буду. Просто показываю, как я делаю. А теперь вот что я нашла. Там нужен полуретайн. Я, сори за мой английский. Вот. Я добавляю 1 ложку, вот такую 1 ложку. Вот сейчас я только вытру эту ложку, чтобы она была чистая. Значит, мы налили 3 ложки такие, 3 Tintable, 3 мини-вакс. И вот еще мини-вакс, только это другая. Вот я нашла такую. Вы можете купить полуретайн, есть лак такой, лак. Есть такой полиуретановый лак. Вот, ну, называется лак, да, или варниш он называется вообще. И вот смотрите, я добавляю вот 1 ложку. Вот я сейчас просто меряю, я вам просто показываю. 1 ложку вот этого. Видите? Сейчас. Вот так. Все. Вот этим мы будем размешивать краски. Вот этой вот. Чудо. Значит, медиумом будем размешивать краски. У Шелли, конечно, очень интересные там, ну, у нее тоже очень много интересного. Она много расскажет. По Ютубу вам не расскажут столько, сколько, конечно, она показывает свою технику. Это ее техника. И спасибо Шелли, что реально она поделилась вот этой вот техникой. Но ее секрет открыть все равно не могли. Хоть как бы ни говорили, ее секрет не открывался. Это она открыватель этого секрета. И на самом деле молодец. А сейчас уже, конечно, много уже знают. Вот, видите, как у меня получилось? Вот. Вот так. Вот такая получилась. Так? Теперь, это у нас для того, чтобы мы размешивали краски. Я вам сейчас покажу, какую краску вам размешать. Может быть, черную размешать, что ли? Хотя мне не нужна черная, но я размешаю черную. Давайте. Вот смотрите, у меня есть здесь черная, но вот он у меня... Так, процесс блак. Процесс блак, не знаю, будет работать или нет. Сейчас я найду другую черную краску. Давайте я возьму какую-то другую краску. Сейчас. Вот она я. Сейчас я найду. Я просто не думала, какую разбавить. Потому что я разбавлю вот эту. Нет, давайте-ка я вот эту разбавлю. Ладно, черная мне не очень нужна. Потому что у меня уже очень много разбавленных. Вот. Вот эту я сейчас разбавлю. У меня Амстердам. Смотрите, кобальт, ультрамарин. Вот мы ее разбавим. Смотрите, я делаю это на глаз. Вы можете опять же ложкой, да, я не знаю. Вот как сделать, чтобы видно было. Вот, смотрите. Вот, я просто капнула. И еще 1 каплю. Вот у Томми Андерсон, я не помню точно, да, если я правильно называю, Томми Андерсон, да, по-моему, ее, Андерсон, что-то такое. Вот, у нее там тоже есть, она показывает, у нее тоже хорошая, вот там она показывает другие краски, по-другому все, да. Вы можете и у нее даже посмотреть. Вот смотрите, видите, вот, я добавляю это сюда, я на глаз, вы можете так. Вот. Сейчас. И вот я размешиваю. Вот это наша краска для того, чтобы мы использовали ее вот в этой технике. Я сейчас вам покажу просто. Вот то все, что у меня есть, это уже размешанное, готовое. Я их просто заранее размешала, и вот они у меня как стоят, я ими пользуюсь, ну, как бы еще не закончились.
Вот, видите, это густое, да? Вот, видите? Вот так вот она тянется, видите? Густота. Вот для меня это густое. Смотрите, у меня есть, значит, мини-вакс, опять же, вот такой полуакрилик. Вот. Я его сюда влила, налила сюда, чтобы мне было удобнее. Вот, я просто чуть-чуть добавлю полуакрилик. Вот чуть-чуть прям добавляю, чтобы размешать. Все. И вот наша краска готовая. Ее лучше, конечно, вечером, если вы сделали, да, она постояла, тогда она, конечно, лучше работает. А если сразу, у меня вот там, например, несколько красок сразу я размешала. Вот. Видите, вот. А теперь вот такая она. Вот такой вот, видите, консистенция, вот такая. Можно чуть жиже, можно еще чуть жидкое, можно вот так. Но это уже сами посмотрите. Но главное, чтобы все краски, вот они были одинаковые. Не, чтобы не была одна жидкая, одна густая. Вот, видите? Вот так. Дальше, вот я это разбавила вот вместе с этим. Это наш медиум. Теперь, дальше что? Теперь я вам покажу самое главное, активатор. Что нам нужно? Нам нужно, значит, вот такой Амстердам. Сейчас я... Так, смотрите, нам нужен Амстердам, да? Вот, я взяла просто чашку, поэтому я вас выключала. Так, Амстердам нам нужен. Нам вообще, у кого есть флоритрол, вы можете взять флоритрол, но не флоритрол, вот этот, у них там австралийский какой-то, он, ну, как другие не работают почему-то. Мне привезли, вот он, видите, аватрол, да, но он не работает, он на вот эту вот технику не работает. Я пользуюсь вот этим, я заменила мой флоритрол, вот как вам показать, вот так, да, я заменила вот на это. Дорогие мои, вот смотрите, здесь написано кондиционер для красок. Вот здесь то же самое написано, кондиционер и как бы тиннер. Тиннер это, ну, делает жиже и, значит, кондиционер. Видите, вот латекс. Латекс, это для латексной краски, да. Но флоритрол, он немножко по-другому, да, это вот мне аватрол привезли. Есть флоритрол жидкий, этот немножко густой, он по-другому как-то что-то, и он не работает, в общем. Я вам скажу, что он не работает. Я заменила вот флоритрол на вот это вот. Ну, вот это для меня флоритрол. Я размешиваю Амстердам вот с этой вот тинт. Шелли Арт, у нее, конечно, другие, там вообще все по-другому. Так что говорю, если кто-то хочет, я не взяла код, мне так и не дали они код, чтобы я, значит, если кто-то от меня пойдет, чтобы у нее были скидки там 15%, но мне что-то так и не дали, я не знаю почему. В общем, они, наверное, не верят, что Диана сможет что-то там свое показать. Ну вот, не дали. Вот. Сейчас я буду прикалываться. Так, смотри, ладно, чтобы я не так, а вот так я возьму, чтобы вам видно было. Дальше, нам еще что нужно будет? Смотрите, Wood Stain. Это кондиционер для, так, Clear Tint Base. Это не кондиционер, так, это Wood Stain, да? Вот я использовала вот это. Тут не написано кондиционер, Beauty Colors, чтобы цвета были красивые, вот это. Это, по-моему, для цветов. Вот. Я использовала вот это, да, но потом я увидела в иностранных сайтах, они используют вот это для, ну, как для активатора, Pristane. Но у них там как-то Oil Base, Water Base, но только что-то с Oil, да, было написано, там чуть-чуть другое. Но главное, я прочитала Pristane, Water Base. Я побежала и нашла вот такую одну баночку. Вот эта баночка мне, наверное, на 100 лет хватит, потому что всего нужно туда 6 капелек. Всего 5-6 капелек хватает вот этого. Сейчас я вот покажу, и вы увидите. Вот у нас Амстердам. Да? Вот. На меня вот этот вот стейн тоже работал, но он не так работал, как вот сейчас работает Pristane. Вот я взяла, смотрите, одну ложку. Да, предположим, я просто вам показываю. Вот. Ну, я могу чуть больше взять, потому что все равно мне нужен будет этот активатор, да? 1-2 ложки, как хотите. Вот. Если вы найдете у себя, вы просто читайте тиннер кондиционер, может быть, у вас по-другому называется, можете найти. У нас вот разница, вы знаете, самое интересное, что, да, прям обидно, я столько покупаю дорогого, а это стоит вообще копейки.
И я почему-то мимо него миллион раз проходила и ничего не взяла. Потому что английский мой это ужас, короче. Я не знаю почему. Я не могу никак выучить. Видите? Вот это стоит 900, это 2 доллара, значит, ну, 3 доллара, можно сказать, да, получается. А вот это стоит 50 долларов. Вот мне привезли 2 баночки, 100 долларов я заплатила. Вот эти 2 на Аватрол. Вот, пожалуйста. Я тут за копейки покупаю, а вот это вот, мы все ищем вот этот Аватрол. И зачем вообще я его брала, но уже я взяла. Он не работает все равно на этот, я не жалею, ладно, он мне пригодится. Дальше, смотрите, теперь... Вот я добавляю, вот у меня есть здесь, да, уже, вот видите, вот она. Я сейчас добавлю немножко. Вот, видите, я разбавила. Вот так вот мы размешиваем. Все. Вы должны размешать до такой вот, ну, чтобы все вот эти были равномерные, потому что, ну, видите, они там кусочками, еще что-то. Надо прям хорошо размешать его, и все. Это вместо флоритрол. Если у кого есть флоритрол, вы можете использовать флоритрол. Но нужен обязательно Амстердам титаниум белый, потому что только почему-то он работает. Вот, смотрите, видите? Вот он у меня еще густой. Ну вот уже лучше. Вот. Но я сейчас добавлю сюда вот этот пристейн. Сейчас, потому что там мало же. Я добавлю сюда всего несколько капелек. Вот смотрите, тут даже много, мне кажется. Вот видите? Вот, я ложечку взяла, и вот прям буквально вы можете 6-7 капелек добавить, и все. Мне кажется, много, все. Этого хватит. А то много будет. Так, все. Вот я так размешиваю. Но если даже много добавите, нет проблем. Вы можете добавить немножко краски, и все. И вот смотрите, что должно получиться. Это я вам, значит, перед Новым годом, видите, все опять заново покажу, чтобы вы знали. Ни силикона, ничего здесь нету. Здесь никаких силиконов нету. Вот видите, он еще пока густоватый. Вот я его размешиваю, но он густой пока. Потому что я добавила, видите, и он стал густой. Вот. Он должен быть жиже. Теперь, мне это уже не нужно, потому что сегодня 6-7 капелек нужно было, хватает. Вудстейн вообще не нужен. Хотя вы можете, если кто найдет Вудстейн, можете пользоваться Вудстейн. Он тоже работает. Так, я вот еще опять добавляю чуть-чуть сюда. Это прям как водичка, вода там. Я уже показывала вам это. Вот, я добавила еще чуть-чуть и разбавила. Все. Вот смотрите, видите? Вот теперь он вот так вот течет. Это надо делать, значит, смотрите, вот этот активатор можно заранее сделать хотя бы вам, например, ну он не портится, ничего, его можно сделать за день, за два, и потом он еще лучше работает. Вот сейчас, если я буду это делать, он таких ячеек не даст. Все, вот так вот он у нас вот такой, видите? Краска у нас густая, вот погуще. Вот я вам сравнение даю, видите, вот она чуть погуще, хотя она тянется, потому что, видите, но она густая. А активатор у нас жидкий. Вот, видите, он как капает. Все, я вам показала, как мы это делаем. Теперь, надеюсь, что все будут уже знать, как я это сделала, да, и уже спрашивать не будут. А если спросят, то я отправлю вот на это видео. Вот, правда, видео получается длинным, но другого варианта нету, чтобы показать все, и нету другого варианта, что делать. Я уже и так постаралась, как уже смогла. Так, теперь смотрите, что. Если я сейчас заново запишу, да, ну, я буду записывать, будет очень длинном видео, уже 18 минут. Я хочу попробовать сделать вот на таком, это будет новогодний подарок, короче, вот так получится, и для меня, и вообще, потому что еще пока на таких длинных, значит, по-моему, никто не делал, ну, на таких больших. 12 на 24 инчес, 30,5 на 69, вот. Я хочу попробовать. Я вчера, видите, даже число записала вчера, 25-е. Я хотела снять, но нас пригласили на... Вот Ирина пригласила меня, значит, отметить Merry Christmas, и я ходила с ней, приехала уже уставшая, но провела время очень классно, спасибо Ире, потому что реально она меня сейчас вытаскивает везде.
Я уже хоть из дома стала выходить. Но я буду ставить там короткие видео какие-нибудь и покажу. Я у нее в гостях была. У нее такие картины красивые. Я хотела бы, чтобы вы увидели. И я обязательно вот этот кусочек скину, вот то, что я снимала у нее дома. Так, ну все. Значит, это наш... Я убираю отсюда все, да? Я сейчас попробую начать это делать. Что я буду делать? Самое главное, я вам еще не сказала, да? Вот сейчас, видите, Диана вот такая дурочка. Так, вот она. Нам нужен семиглосс. Видите? Написано Easy Clean семиглосс. Вот это SG, это называется семиглосс без А. Вот. Семиглосс краска нужна. Вот эта краска, она очень хорошо работает именно на технику Shelly Art. Вот. Можно еще сатин использовать. Я ее сюда перелила, да? И вот сейчас я хочу попробовать сделать на этом большом. Я не знаю, что получится, дорогие. Ну, надеюсь, что ангелочки мои мне помогут сейчас. И у меня все получится, и я буду рада прямо прыгать до потолка. Вот. Вот, видите, я вас пока не рассмешу чуть-чуть, не успокоюсь. Так. Пробуем на этом большом. Посмотрим, как у нас получится. Вот то, что я показывала на круглом без звука, это просто то же самое, просто я буду делать на длинном, да, вот. Вот так вот мы разливаем. Нам не нужно до краев, потому что, и если возможность есть, конечно, краску поменьше, но не поменьше, а тихо наливать, потому что пузырьков, чтобы не было много. Не знаю, сколько здесь краски уйдет, потому что здесь, видите, он длинный холст. Я не пробовала никогда. Ну, попробую. Ладно. Надеюсь, что хватит все. Все. Надеюсь, что хватит, потому что, ну, ушло полбутылки. Значит, это где-то грамм 400, может, ушло. 500, может. 400, наверное. Грамм 400 ушло. Может, еще даже и не хватит. Я так просто думаю. Вот. Ну, тяжелый, конечно. Попробую, что будет. Испорчу. Так, но смотрите, давайте так, чтобы я долго... Значит, вот я уже беру свои краски. Сейчас я покажу, может быть... Ну, я буду думать, какие, потому что я же точно еще не знаю, что я буду делать, да? Я просто вам покажу, как я это, значит, наливаю. Как ставлю вот эти точечки, да? Потом отключу вас, все доставлю, эти точечки доставлю, а потом уже вас обратно подключу. А то так будет видео у нас 100 минут, наверное. Так, что я еще, видите, вот тороплюсь. Вот у нас краски уже размешанные, да, мне нужен сейчас какой цвет, фиолетовый, нет, зеленый. Давайте я сегодня буду делать зеленым, попробую. Зеленый, потом фиолетовый добавлю, вот. У меня есть зеленый цвет, видите, вот. Вот такой вот он густой. Я буду ставить сейчас значит, вот, ну, кто как, короче, кто как хочет. 3 ряда, кто 4 ряда, вот так вот. Вообще палочкой, это много вот зеленого я сейчас ставлю, палочкой можно ставить. Ну, давайте 3 ряда сделаю здесь. Здесь сделаю 3 ряда, там я делала 4. Вот так вот точечками я ставлю. Да? Ну, палочкой можно, потому что, видите, очень густой, и у меня много идет. Вот. Ну, давайте еще одну вот сюда добавлю, ладно, здесь. Пусть будет 4, 3, вот так. Так, вот это раз, да, вот так я ставлю. И дальше, вот вы видели уже, вы можете в другом месте посмотреть, там еще тоже, и вы смотрели уже, как это делается. Я, значит, полностью сейчас сделаю вот именно зеленым, и тогда уже вас подключу, чтобы долго не было видео, уже 24 минуты. Так, вот смотрите, зеленый я добавила. Теперь сверху я хочу добавить вот это вот мадженту, вот темно-зеленый, да, я хочу добавить мадженту. Также вот сверху просто наверх, вот так точечками. Видите, у меня густота краски одинаковая. Нужно именно, чтобы одинаковая густота была краски. Вот это я только сейчас размешала. Дай бог, чтобы она работала, потому что у меня не было красной
размешанный. И я размешала вот сейчас, пока снимала, ну, как бы видео делала. Так, вот мы добавляем, видите, густота вся одинаковая. Так, ну вот смотрите, все, я сделала полностью холст. Значит, темно-зеленый, красный. Сейчас я буду делать фиолетовые точечки. Вот что приходит сейчас в голову, я то и буду делать, видите? Не буду я много цветов, наверное, использовать. Вот. Но мне кажется, даже палочкой можно это. Даже не ложкой, мне кажется, палочкой удобнее будет. Сейчас попробую палочкой сделать, чтобы удобнее было. Ну-ка. Да, мне кажется, оно удобнее, да. Видите? Палочкой удобнее даже, чем ложечками. Вот. Все. И вот так я сейчас буду делать фиолетовый цвет. Я буду просто останавливать видео, потому что, чтобы не было много записей. Ну, чтобы недолго было. Так, ну вот, добавили фиолетовый. Теперь я добавляю вот такой темно-желтый. На фиолетовый добавлю вот этот темно-желтый. Также точечками, вот. Видите, вот так же сверху. Прям чуть-чуть раз так поставили и все. Вот так хоть у нас видео не будет очень длинным. И хоть будет смотреть интересно. А то я 2 часа потом буду сейчас тут ставить эти точечки. Это долго. Так, ну вот что-то такого типа, видите? Так, ну вот смотрите, я добавила темно-желтый, потом что-то решила вот здесь сделать светло-желтым. Вот такой светло-желтый у меня есть. Я решила вот эти несколько штук сделать светло-желтым. Ну, может что-то поменять чуть-чуть. Вот видите, также добавляю опять. Думаю, может, много цветов и не надо сюда. Может, этого даже хватит. Ну, и сверху сейчас еще что-то розовый, может, добавлю еще что-то и все. Так, это так. Теперь, что теперь? Теперь, может быть, добавлю. У меня есть вот такой вот, или вот этот цвет. Такой он светло-зеленый, непонятный, в общем. Или же добавим, может быть, голубой. Сейчас я посмотрю, какой лучше. Есть голубой, есть этот. Ну, подумаю сейчас. Ладно, давайте попробуем. Давайте попробуем вот этот добавить. Сейчас я палочку возьму опять. Мне кажется, что-то этот цвет не будет очень красиво смотреться. Может, лучше светло-зеленый. Ладно, пока добавлю. Несколько таких, ладно. Так, ну вот, все, вот так я добавлю все это. Так, вот может я сделаю такой цвет, потом, может быть, где-то в середину сделаю голубой, и уже дальше пойдем. Так, ну я все-таки решила весь добавить. Вот этот вот я добавила. Сейчас я хочу добавить розовый вот такой. Вот, немножко добавлю теперь розового сверху. И уже, наверное, может быть, хватит. Сейчас посмотрим. Чтобы много не было. Мне надо было светло-желтый делать, а не темно-желтый. А я, видите, темно-желтый сделала. И мне уже он не нравится там. Ну, надеюсь, что получится нормально. С Merry Christmas. Новогодняя какая-нибудь сейчас получится. Только, знаете, что плохо? Что я краски размешала-то сегодня некоторые. Ну, попробуй, бог даст, может, получится. Когда сразу размешиваешь, они должны подстоять хотя бы чуть-чуть. Тогда они работают лучше.
Так, я хотела добавить сюда золотой, но почему-то я теперь передумала. Не буду добавлять никакой золотой. Может быть, как всегда, что-то ты думаешь, и все получается наоборот. Я, может, и не буду добавлять, наверное, не золотой. Но когда золотой добавляешь, конечно, перламутр, он такой красивый цвет получается. Ну, красивый такой, блестящий, да, металлик же. Вот. Так, вот сюда. Дальше, что дальше? Я хотела бы, конечно, добавить, ну, посмотрим. Сейчас я посмотрю, темный или тот. Давайте добавлю, ладно, золотой. Хотя мне не очень нравится сейчас. Вот такой золотой, видите? Вот, у меня такой. Вот он жидкий немножко, поэтому я что-то не очень хочу его добавлять. Если будет жиже, то он не будет так потом работать. А может мы добавим вот то, что сейчас размешали, вот. Чуть-чуть. Но я боюсь, нет, синий цвет потом будет нехороший. Ладно. Может и хватит. Вот может вот этого зеленого сейчас добавлю. Сейчас я добавлю, может, чуть-чуть. Вот так по краям, может, зеленого добавлю. Ну ладно, вот так. Вот чуть-чуть добавляю вот этот светло-зеленый. Смотрю, что получится. Он тоже только размешанный, поэтому. Все краски я только вот как бы недавно размешала. Дай бог, чтобы оно работало. Так, сейчас. Так, я еще добавлю вот такой. Смотрите, видите, он как белый, значит, металлик белый, или как он, ну, как Pearl White. Вот такой я сейчас буду добавлять еще, чтобы хоть немножко дать, чтобы оно немножко блестело. Надо, конечно, это все делать быстро, но не получается. Так, ну все, вот смотрите, видите, я добавила темно-зеленый, значит, фиолетовый, маджента, желтый темный. Вот я его зря добавила, сразу скажу, потому что мне не очень нравится уже. Хотя потом посмотрим. Светло-розовый такой вот, значит, флуоресцентный, зеленый светлый. И вот этот Mother of Pearl белый. И сейчас я уже буду добавлять, значит, наш активатор. Вот этот. То, что я вам показывала. Вот, у меня уже готовый, он, значит, до этого я делала, да? Который мы сделали сейчас, вот он находится здесь. Вот видите? Он тоже пойдет, но лучше я вот этим сделаю, который был до этого. Так, и вот берем мы активатор, да? И прям в середину вот так вот, значит, наливаем. Видите? В середину прям. И вот когда активатор правильно, ну, как бы сделан, да, не очень густой, он сразу почему-то проходит внутрь, сразу, прям как будто внутрь слился. Вот так. Все, вот так вот я делаю активатором. И потом я продую трубочкой, как в тот раз, да, и у нас уже получится... И у нас уже будет... какие-нибудь интересные такие цветочки. Здесь я белый забыла, ну ладно. Дай бог, чтобы получилось. Я прям волнуюсь, потому что это большой холст. Видите, почему на маленьких они делают, а я хочу попробовать на большом. Потому что, ну, нужно быстро делать. Нижняя краска, вот эта подушечка, она же быстро, как бы, это, потом ее трудно будет разгонять. Поэтому лучше начинайте на маленьких. Экспериментируйте на маленьких, а потом уже будете делать на больших. Вот, вроде все, да? Все мы добавили. Вот здесь еще могу чуть-чуть добавить. Так, это мой активатор. Он уже тоже не нужен. Так, сейчас я уберу все отсюда. Все. И вот смотрите, теперь я хочу попробовать вот это все слить.
А, нет, мне нужно продуть же, куда слить. Теперь я это продуваю. Вообще нужно, конечно, вот так. Я сейчас вся буду в этом. Тут сложно делать, потому что большой. И вот так сейчас я все буду продувать. Видели? Дыхалки не хватает уже, конечно, но вот я все продула. Сори за мою голову. Может, вам видно. Ой, все. Ну, конечно, нужно еще лучше продуть. Ну вот, вроде что-то получилось. Вот смотрите. Цвета вроде ничего. Голова кружится. Это гимнастика для дыхалки, короче. Сейчас. Теперь мне что нужно? Сейчас я вам скажу, что мне нужно. Так, мне нужен такая палочка нужна какая-нибудь. Сейчас посмотрю, есть она у меня тут или нет. Так, вот я не могу найти свою тонкую палочку, но попробую вот этой. Вот смотрите, я это раздула, да? Краски, конечно, очень много. Ячейки у меня получились. Теперь я беру вот палочку. Вот такая палочка у меня. И вот я просто вот так прохожу. Чтобы сделать какие-нибудь цветы. Вот видели, просто я вот так вот провожу, ну, как обычно, в общем. Может, еще вот сюда пройду. Вот. Все, много не надо, а то сейчас я переборщу. Все. Вот, как у меня получилось. Так, давайте так, вторую часть. Вот, это в первой части. Сейчас я сниму вторую часть, чтобы уже у нас было. И тогда уже вам будет видно. Я пока близко покажу, как вот получилось. Видите, активатор. И я уже сделаю вторую часть. Вы посмотрите вторую часть. Потому что всего 40 минут запишет. Сейчас он выключится все равно. Так, все, смотрите вторую часть. Продолжение следует.